Уже поздно для покаяний. Пощади, Сяоянь! И вот мы неожиданно подошли к арке клана Яо. Это весьма насыщенная и полная событий глава сюжета. Но сперва Сяоянь разобрался с Северным Королем и сделал превосходную марионетку. Физическое тело дракона пустоты было практически неразрушимо. А в бассейне молнии Сяоянь еще и закалил его. Таким образом получил марионетку святого 6 звезд. Согласно оригиналу, Сяоянь будет довольно часто пользоваться силой Северного Короля, что на 6 звезде, против соперников, превосходящих его по силе. Так сказать, козырь в рукаве и отличный телохранитель. Напишите, как вам внешность марионетки Северного Короля. Малышка И тоже отличилась, переработав черные молнии. Она такая забавная, когда поглощала их. Сяоянь благодаря этому поднял свою силу еще больше. Цзэянь привела в порядок остров дракона. После событий с мистической золотой молнией, Сяоянь вернулся, попрощался с Цзэянь и вместе с королевой Медузой отправился домой. Ролики про золотого дракона молний есть на канале. Гляньте, если еще не видели. Да, таким образом арка драконов пустоты завершена, и далее идет не менее интересная глава клана Яо. Цзэянь напоследок сказала, что Сяоянь может в любой момент обращаться к ней за помощью, и племя древних драконов пустоты теперь официально в альянсе. Кстати, некоторые пишут в комментариях, что материал повторяется. Да, я люблю делать сборники, когда новый сюжет объединяю с прошлыми роликами для полной картины. Получается длинное видео без пауз, с полной аркой сюжета. Не нужно искать те давние ролики, которых на канале уже в общей сложности более 400. Все в одном, и это удобно. Благодарю. Сяоянь обдумывал все, возвращаясь в Альянс Небесного Дворца. За время его отсутствия репутация Альянса продолжала расти. Любая деятельность Зала Душ буквально исчезла, а точнее никто не мог ее заметить. Тем не менее, Альянс оставался бдительным, даже если Зал Душ не проявлял никакой активности. Сяо Исянь и Цин Линь, которые последовали за Сяоянем в Звериный регион, тоже вернулись обратно, когда вернулся Сяоянь. Они сообщили, что племя Небесного Феникса отступило. Следом племя 9 глубинных питонов решило присоединиться к Альянсу. Все это вызвало переполох на центральных равнинах и Зверином регионе. Ведь впервые за всю историю какая-либо фракция сумела склонить на свою сторону одно из 3 великих племен зверей. И это еще никто не знал, что и драконы пустоты вступили в Альянс. Представьте себе силу, в которой состоит 2 сильнейших племени зверей. Насчет фениксов, после смерти главы, они уж точно не входят в топ-3. Вернувшись в Альянс, Сяоянь увиделся с Яо Лао и остальными. Сяоянь мог расслабиться. Цай Линь провела в уединении так много лет. Теперь же, когда они вновь вернулись к Сяо Сяо, то мама с дочкой крепко обнимали друг друга. Сяоянь чувствовал себя прекрасно и последующие дни выглядел свободным. Сяоянь не смел поглощать силу золотого дракона, поэтому он изучал ее день и ночь, но мистическая золотая молния не стала из-за этого покладистой. Наоборот, она постепенно приняла форму маленькой бусины, пока малышка И очищала ее постепенно. Золотая бусина молнии парила над ладонью малышки И. Независимо от методов Сяояня или малышки И, они не могли очистить ее. Даже работа очищающего пламени лотоса ни к чему не приводила. Сяоянь был удивлен подобному стечению обстоятельств. Ему пришлось отказаться от своих намерений и вернуть бусинку малышке И. Далее Сяоянь принял задачу Яо Лао и, взяв с собой экспертов, направился на уничтожение филиалов Зала Душ, о которых было известно. Однако за месяц поисков он обнаружил, что все ветви оказались пустые, души и эссенции душ отсутствовали. А сам Зал Душ решил полностью отказаться от своих филиалов, которые были обнаружены. После ряда бесполезных поисков, Сяоянь разрушил остатки филиалов и вернулся с пустыми руками. Я уже послал человека в Звериный регион, чтобы обратиться к племени питонов о расследовании данного инцидента. Их большее число, поэтому им проще будет, произнес Яо Лао. Сяоянь кивнул, а далее посмотрел на Яо Лао и спросил: «Учитель, медицинская церемония клана Яо скоро начнется». Рука с чашкой чая Яо Лао дрогнула, когда он это услышал. Он помолчал немного и в итоге кивнул. Верно, через месяц. Яо Лао никогда не возвращался обратно в клан.
Теперь он должен вернуться. Перед смертью родителей он обещал приложить усилия и вписать их имена на мемориальный постамент клана. Мемориальный постамент обозначал заслуги членов его клана. Только представители с высокими достижениями могли оставить на нем свои имена. Яо Лао тренировался на континенте в одиночку множество лет. Хотя он и достиг много достижений, но понимал, что не сумеет выполнить обещание своим родителям, если не вернется в клан Яо. Кроме того, даже так ему могли не позволить. Почему? Неужели с уровнем Яо Чиня он все еще был недостоин? Яо Лао был далек от того, чтобы цениться высшим руководством клана Яо, поскольку в настоящее время он был всего лишь святым одной звезды и алхимиком 8 уровня. А мы знаем, что клан Яо может похвастаться алхимиками 9 уровня, и большинство участников этой медицинской церемонии Яо являются алхимиками 9 уровня. Однако Сяо Янь достиг этого уровня, чтобы помочь учителю исполнить его желание. Сяо Янь пообещал: «Учитель, в отношении мемориального постамента делайте, что посчитаете нужным. Остальное предоставьте мне». Когда Сяо Янь был молодым, Яо Лао развел свои крылья над ним и тщательно защищал. Теперь за его крыльями никто не сможет навредить его учителю. Глаза Яо Лао покрылись влагой, пока он смотрел на ученика. И вот Сяо Янь и Яо Лао собрались в путь. Хватит меня и Сяо Яня. Альянс все время должен быть под защитой. Помогите союзникам, если вдруг возникнут проблемы, произнес Яо Лао. Хотя Цай Линь и другие волновались, что Сяо Янь и Яо Лао в одиночку направятся в клан Яо, почтенный Фэн и остальные согласились. Позаботься об альянсе, обратился Сяо Янь к Цай Линь, которая держала за ручку Сяо Сяо. Ага, слегка кивнула Цай Линь. При ее нынешней силе, кроме Сяо Ченя и основателя башни эликсиров, никто в альянсе не смог бы подавить ее. Сяо Янь был наиболее спокоен, зная, что она присматривает за альянсом. Яо Лао развернулся и покинул звездное пространство. Сяо Янь последовал за ним. Клан Яо находился на горном хребте Шэньлун, располагающийся ближе к границе южного региона Центральных равнин, а медицинская церемония считалась самым важным событием в клане Яо, чем-то напоминая сбор пилюль. Слухи ходят, что у клана Яо самые лучшие навыки алхимии на континенте. Сяо Янь лично хотел испытать их. Церемония могла считаться соревнованием среди самых выдающихся алхимиков всего континента. Прибыв к месту, Сяо Янь ощутил плотную природную энергию. Данный горный хребет веками взращивали предки клана Яо, чтобы обеспечить его плодородие. Как и все древние кланы, клан Яо располагался в собственном пространстве или царстве медицины. Подойдя к пространственным вратам, стражники сразу устремили свои взгляды на пришедших. «Здесь важная территория клана Яо. Тебе не позволено здесь блуждать. Кто ты?» Они определили, что Сяо Янь не принадлежал к числу соседствующих фракций. Альянс Небесного Дворца моего учителя Яо Чиня пригласили на медицинскую церемонию. Сяо Янь сделал шаг вперед, высвободил свою чудовищную ауру, вынуждая стражников попятиться. «Так это на самом деле Яо Чинь из Альянса Небесного Дворца? Это означает, что этого парня зовут Сяо Янь, что победил Залдуш? Не думал, что даже он придет». Имя Сяо Яня уже было достаточно известным даже среди кланов алхимиков. Он просто показал нефритовую табличку. «Господа, прошу». На этот раз стражники вели себя намного более уважительно. На арке тут же вспыхнули сильные пространственные колебания. Сяо Янь и Яо Лао вошли внутрь, оказавшись в царстве Яо. На спине птицы они добрались до главной площади. «Мне было любопытно, кто же тут у нас не знает правил, так это вы двое. Яо Чэнь, я и правда удивлен, что тот, кого когда-то выгнали из клана, все еще может вернуться». Это был Яо Вангуй. Сяо Янь повернулся и бросил взгляд на знакомого старика. Тот вместе с группой людей с презрением смотрел на Яо Лао. Посторонние от клана Яо качали головами и не разделяли взглядов Яо Вангуя. Древние кланы запечатали себя и с презрением смотрели на все, что творится в центральных равнинах. Однако жители центральных равнин четко осознавали положение Яо Чэня. Глава Альянса Небесного Дворца – это сила, что превзошла Залдуш. Альянс уже был признан в качестве нынешнего повелителя центральных равнин. Хотя клан Яо и могущественен, но знающие люди прекрасно понимали, что даже клан Яо больше не обладал квалификацией, чтобы смотреть свысока на Альянс Небесного Дворца.
Что же касается ученика Яо Чиня, Сяо Янь – чемпион сбора пилюль. Он сделал себе имя на центральных равнинах. Выстраивая свою репутацию, он продолжал полагаться на свои силы и в итоге объединил башню эликсиров, цветочную фракцию и долину горящего пламени, основав этот альянс. Все остальные не открывали свои рты, чтобы поддержать Яо Вангуя, лишь потому, что находились в клане Яо. Этот старик Яо Вангуй явно хочет пострадать. Изгнанник не обладает правом вписать свое имя на монументе клана. Яо Чань, прекращай мечтать. Высокомерно высказался Яо Вангуй. Его прихвостни добавили: «Старейшина Вангуй, почему бы вам не направиться к совету старейшин и не попросить выгнать этих двух мразот?» «Вы наговорились?» Спокойным тоном задал свой вопрос Сяо Янь. Он продолжал с улыбкой смотреть на членов клана Яо, из ртов которых выходила грязь. «Тебе стоит быть мудрее в подобной ситуации», — сказал худой человек рядом с Яо Вангуем. Однако прежде чем он сумел закончить предложение, он вдруг ощутил, как сверху над ним вспыхнула волна большой силы. Он резко упал, головой стукнувшись о землю, его вырвало кровью. На голову того парня уже опустилась нога. Какая скорость! Сердца многих экспертов задрожали. Они даже не смогли увидеть атаку Сяо Яня. Этот парень под его ногой даже не успел сказать, что хотел, но его уже заставили лизать землю. Сяо Янь, ты вправду смел? Здесь клан Яо. Яо Вангуй закричал угрожающим тоном. Его угроза еще не завершилась, как другой его сторонник, что оскорблял Яо Чиня, уже отправился в воздух. От него только осталась кровь да несколько зубов. Только когда он упал на землю, на его лице все увидели кровавый отпечаток ладони. Толпа вокруг Яо Вангуя наконец испытала шок, когда двое их соратников столкнулись с подобной судьбой. Начались последовательные шлепки ладонью. За исключением Яо Вангуя, все его сторонники отправились в полет, некоторая область вокруг старика покрылась обломками зубов. Те люди, что ранее оскорбляли Яо Лао, либо держались за лица, либо катались по земле. Сяо Янь! Яо Вангуй помрачнел. Думаешь, ты обладаешь квалификацией бросить вызов клану Яо только потому, что за твоей спиной стоит Альянс Небесного Дворца? Ты еще даже не родился, когда я уже доминировал на континенте. Он немедленно приказал страже схватить Сяо Яня. Но это, если честно, даже смешно. Какая нужна стража, чтобы справиться со святым Пяти Звезд? Сяо Яня окружил с десяток стражников в черной броне. Прежде чем они успели что-то сделать, невероятно ужасающая волна пламени вырвалась из тела Сяо Яня. Стражники отправились в полет, пострадав от удара. Их черная броня превратилась в пепел. Какая могущественная аура! Яо Вангуй тут же прищурился, заметив ужасную волну пламени. Он испытал недоумение. Когда он в прошлый раз встретил Сяо Яня, тот обладал лишь силой Святого Двух Звезд. Как он мог так быстро развиться за несколько коротких лет? Хотя Яо Вангуй и был шокирован, он считался высшим экспертом в клане Яо. Он вступил вперед. Его могучая аура Святого Четырех Звезд вышла наружу. Некоторые эксперты попятились назад на несколько десятков метров. Даже главы или великие старейшины некоторых фракций стали серьезными. Сяо Янь посмотрел на старика, что высвободил свою силу до предела. Он медленным шагом направился в его сторону, а пока он шел вперед, его аура, куда более страшная, нежели у Яо Вангуя, вырвалась во все стороны. Выражения многих личностей в сей же миг изменились. «Тогда я тебе уже сказал, что твоя жизнь принадлежит мне». Святой Пяти Звезд! Страшная аура вызвала шок у окружающих экспертов. Со страхом и уважением они смотрели на молодого человека. Подобная сила могла считаться высшей даже среди древних кланов. Сяо Янь из Альянса Небесного Дворца заслуживает своей репутации. Выражение Яо Вангуя испортилось, когда он ощутил ауру Сяо Яня. Он не ожидал, что Сяо Янь не только сравнится с ним, но даже оставит позади. Святой Пяти Звезд! Яо Вангуй не был ему соперником. Эта аура окружила его, давя на него словно гора. Он не сомневался, что если они сразятся, Сяо Янь одолеет его за 10 ударов. Извержение ауры Святого Пяти Звезд встревожило всех на огромной горе клана Яо.
Над площадью свистели ветра, когда прибывали эксперты. Среди них были великие старейшины клана Яо. Они смотрели на площадь, но, увидев кровь, моментально изумлялись. «Старейшина Яо Вангуй, что случилось?» Задали они вопрос. «Старейшина, вы вовремя! Этот Сяо Янь чрезмерно высокомерен. Он посмел совершить жестокие атаки на членов нашего клана, на нашей же территории. Быстрее, схватите его!» Тут же ответил Яо Вангуй, обрадовавшись помощи. «Сяо Янь, отношения между кланом Сяо и кланом Яо считались в свое время хорошими. Ты выходишь за рамки своими поступками», — несколько мрачно произнес старейшина в желтой мантии. «Если вы уважаете других, они вернут вам уважение. Если вы их оскорбляете, пеняйте на себя», — слегка усмехнулся в ответ Сяо Янь. Его выражение не изменилось из-за большого количества старейшин клана Яо. Он просто смотрел на Яо Вангуя, но ледяная ухмылка на его лице лишь увеличивалась. «Яо Вангуй, некоторые слова не стоит произносить. Извинись перед моим учителем», — добавил Сяо Янь. Да, разворачивается интересная ситуация. Сяо Янь ввиду своей силы уже не боялся целого древнего клана. Он был готов отстоять репутацию учителя, да и свою тоже. Яо Вангуй был высокомерен. Его статус стоял во много раз выше, чем статус Яо Ченя. Как он мог принести ему извинения перед столькими людьми? Некоторые старейшины, зная характер Яо Вангуя, сказали: «Сяо Янь, старейшина Вангуй, может, и виноват в возникшей проблеме, но ты уже навредил стольким людям, ты уже дал волю своей ярости, почему бы тебе не уступить?» Сяо Янь медленно покачал головой. Члены клана Яо чрезвычайно гордые личности. На их фоне члены клана Гу еще хорошо воспитаны. Сяо Янь ненавидел презрительные поступки и провокацию. Раз он решил избавиться от оскорблений подобного рода, то единственное решение заключалось в устранении тех людей, кто не умеет себя вести. И самый действенный в этой ситуации метод – самый варварский. Он изобьет их до такого состояния, что они побоятся в следующий раз открывать свой рот. Спокойный голос Сяо Яня заставил измениться в лице Яо Вангуя и старейшин в небе. «Если ты не желаешь, мне придется тебя заставить». И прежде чем они успели что-то сказать, Сяо Янь обратился лучом света и устремился на Яо Вангуя. «Сяо Янь, прекрати!» Многие старейшины клана Яо тут же воскликнули, но прежде чем они сумели вмешаться, из тела Сяо Яня вырвался розовый свет. Он превратился в огненного ребенка, который воспарил в небе. Тот открыл свой рот, высвобождая ужасающее розовое пламя. Сила уничтожения вынудила старейшин шокированно отступить. Среди них было достаточно много опытных старцев, поэтому некоторые ошеломленно воскликнули: «Очищающее пламя демонического лотоса!» Пока старейшина развлекала малышка Юи, Сяо Янь уже возник прямо перед Яо Вангуем. Его палец устремился к старику. «Сяо Янь, стой!» Когда Сяо Янь направил атаку на Яо Вангуя, старческий крик раздался над площадью. Все изумленно уставились на сгусток облаков со стороны вершины горы. Вскоре им на глаза показался старик с красными волосами. «Великий старейшина Ваньхо!» Последовали ошеломленные вопли. Никто не ожидал, что даже этот человек вмешается. «Святой шести звезд?» — нахмурился Сяо Янь, увидев этого старика. Он смотрел на Яо Вангуя перед собой, на лице которого вспыхнула радость. Но Сяо Янь не дрогнул и не собирался отступать даже в виду святого шести звезд. Его глаза налились льдом, атака не ослабла. Острый ветер понесся в сторону Яо Вангуя. «Мелкий ублюдок, ты думаешь, что я боюсь тебя?» Яо Вангуй разозлился, когда увидел, что Сяо Янь продолжил атаку. Дао Ци вырвалась из его тела. Древняя желтая энергетическая рука понеслась в сторону Сяо Яня. «Иссохшая длань славы!» Сяо Янь устремил свою ладонь прямо на несущуюся в его сторону ладонь старика. Взрыв причинил пронзительную боль Яо Вангую. Он получил в итоге удар, а на его ладони образовалась кровавая дыра. Пострадав, он отступил назад, а когда сумел вернуть себе равновесие, его вырвало кровью. «Я убью тебя!»
Глаза Яо Вангуя налились кровью, когда он потерпел поражение от одного единственного удара. Он свирепо взревел и, оттолкнувшись от земли, в мгновение ока появился перед Сяо Янем, выбросив на него горсть белого порошка. Этот порошок оказался очень опасным ядом, но в тот же миг в его сторону устремилась рука, окутанная розовым пламенем. «Сяо Янь!» На лице старика Ваньхо с красными волосами вспыхнула ярость, когда он увидел такую картину. Он не ожидал, что Сяо Янь полностью проигнорирует даже его слова, поэтому сжал руку. Пламенно-красная доуци тут же собралась на его ладони. В мгновение ока его доуци преобразовалась в копье громадных размеров, которое он решительно направил в сторону Сяо Яня. Сяо Янь топнул по земле, и из-под нее вырвался столб магмы, который попросту разрушил копье пламени. Однако старик уже успел приблизиться. Пока Сяо Янь сокрушал его атаку, он увидел, что Сяо Янь почти настиг Яо Вангуя. Не говоря лишних слов, он направил на Сяо Яня удар ладонью. Скорость удара оказалась такой, что хлынули страшные пространственные колебания. Выражение Сяо Яня оставалось ледяным, пока Яо Вангуй пытался избежать его хватки. Он бросил краем глаза взгляд на старика Ваньхо, щелкнул пальцем, и марионетка, черная фигура, возникла за его спиной. Следом она выставила свои руки вперед и столкнулась со стариком. Оба противника отступили на пару шагов. Пока за его спиной бушевало столкновение, Сяо Янь пристально смотрел на Яо Вангуя. Он вытянул руку чуть дальше и схватил того за горло. Хлынула огромная сила, заставившая Яо Вангуя побледнеть и ужаснуться. Все на площади задержали дыхание, когда увидели, что Яо Вангуй, как дохлая рыба, барахтается перед Сяо Янем, пытаясь вырваться. Этот паренек слишком решителен. Даже объединенная сила стольких старейшин и не сумела его задержать. «Сяо Янь! Это клан Яо!» Рыжеволосый старик яростно смотрел на Сяо Яня, наблюдая, как Яо Вангуй изо всех сил борется с парнем. Сяо Янь уважительно ответил: «Старейшины, я не собираюсь причинять вам неприятности во время пребывания в клане Яо. Однако, если кто-то издевается над моим учителем или мной, я не буду просто стоять и смотреть». Сяо Янь ледяными глазами смотрел на шокированного Яо Вангуя. Малышка Юй тем временем приземлилась ему на плечо, очищающее пламя лотоса окружило его, и ужасающая жара распространилась вокруг. Это немного испугало остальных. Старейшина Ваньхо был чрезвычайно силен и обладал истинной силой Святого Шести Звезд. Только марионетка Северный Король смогла заблокировать его. «Этот Сяо Янь действительно оправдывает свое имя. Несмотря на свою молодость, он уже обладает такой силой». Старейшина Ваньхо спросил во второй раз: «Сяо Янь, сегодня важный день для моего клана Яо. Если тебя каким-то образом Яо Вангуй обидел, можешь ли ты все-таки отпустить его?» Окружающие люди были поражены, услышав гораздо более мягкий тон старейшины Ваньхо. Они не ожидали, что Святой Шести Звезд не сможет построить Сяо Яня. Некоторые старейшины были против этого, но старейшина Ваньхо яростно упрекнул их: «Закройте рты, я знаю, что делаю». Другие люди, возможно, не видели этого, но он ясно понимал, что даже если бы он сделал шаг, ему было бы трудно получить преимущество против Сяо Яня с маленькой Юи и этой марионеткой. Да, все-таки сила Сяо Яня заставила других уважать его, как это и положено на континенте Доуци. За исключением главы клана никто не мог превзойти положение Ваньхо, поэтому все старейшины замолкли. Сяо Янь также был удивлен, но обратился к учителю. Он перевел взгляд на Яо Лао, очевидно, намеревался выслушать мнение своего учителя. Все также посмотрели на Яо Лао. Что он решил? «Поскольку старейшина Ваньхо лично проявил инициативу, мы бы действительно вели себя слишком высокомерно, если бы продолжили». Довольно спокойно начал говорить Яо Лао. Он знал, что сейчас невозможно будет убить Яо Вангуя. В конце концов, клан Яо определенно не будет сидеть сложа руки и ничего не делать. Поскольку старейшина Ваньхо просил уважительно, в любом случае он уже добился желаемого.
Старейшина Ваньхо облегченно вздохнул, услышав слова Яо Лао. Он никогда не ожидал, что этот отвергнутый человек действительно совершит такие достижения. Он не только вошел в царство святых, он даже научил всему ученика, который превзошел его самого. По сравнению с его учеником, гении клана Яо считались мусором. Если бы я тогда уделил немного больше внимания, нынешняя ситуация, возможно, была бы совершенно иной. Вздохнул в своем сердце старейшина Ваньхо. Если бы клан уделял немного больше внимания Яо Лао, то, скорее всего, связь между Альянсом Небесного Дворца и кланом Яо могла оказаться довольно неплохой. Как жаль. Да, как видим, Яо Лао решил на этом остановиться, при этом все равно преподав мощный урок Яо Вангую. Как только Яо Лао закончил, Сяо Янь кивнул, его глаза равнодушно смотрели на Яо Вангуя, чью шею он крепко держал, после чего сбросил его в сторону группы старейшин. «Старейшина Ваньхо, и мой учитель, и я представляем весь Альянс Небесного Дворца. Мой учитель – глава Альянса. Его статус не похож на другие, поэтому я надеюсь, что в будущем больше никто не осмелится его провоцировать. Мой Альянс, возможно, создан и не так давно, но мы не позволим никому критиковать нас». Сяо Янь повернул голову, посмотрел на старейшину Ваньхо. Он не чувствовал ни малейшего страха перед этим стариком клана Яо. С точки зрения силы он не уступал ему, поэтому Сяо Янь не проявлял большой вежливости, когда произносил эти слова. Все измерялось с точки зрения силы. Что касается главы клана Яо, то он не появился в этот момент, но наблюдал. Его зовут Яо Дань, и он сильнейший в клане Яо, святой 7 звезд. Что ж, на этом столкновение пока не закончилось. Старейшина Ваньхо искал компромисс. Какое же наказание получил старейшина Яо Вангуй от клана? После того, как Сяо Янь преподал урок старейшине Яо Вангую в клане Яо, тот был вынужден признать поражение. Да что тут говорить, Сяо Янь, святой 5 звезд, победил его одной левой и схватил за горло. Кроме того, первый старейшина клана Яо уважительно попросил Сяо Яня и Яо Лао отпустить обиду. Ведь эта стычка принесла беспорядок и даже унижение одному из их старейшин. Потому Яо Ваньхо предложил все решить мирно. Однако закрывать глаза на высокомерие Яо Вангуя он не стал. Так что, как ни крути, а поступок Яо Вангуя и его оскорбления не остались безнаказанными. Конечно, некоторые писали в комментариях, что наказания от клана недостаточно, ведь Сяо Янь ничего не сделал этому Яо Ваньгую. Даже зубы не выбил пощечиной или пинком, не схватил, не поколотил им землю и камни, ни одного валуна не разбил старейшиной. Он просто взял за шею и держал на глазах у всех представителей древних кланов. Но если учесть, что Яо Вангуй все же был старейшиной клана Яо, то понятно, почему Яо Ваньхо решил тихо урегулировать этот вопрос. Но какое же наказание получил Яо Вангуй от клана и старейшин? Было ли оно справедливым? Как вы считаете, что заслуживает человек, что изгнал Яо Лао из клана, не разобравшись в вопросе, а после неоднократно провоцировал и оскорблял его? Учитывая нынешний статус Сяо Яня и Яо Лао как лидеров Альянса Небесного Дворца, что победил Зал Души и стал повелителем Центральных Равнин, это уже ни в какие рамки не входит. Старейшина Яо Ваньхо четко осознавал силу обеих сторон, поэтому не испытывал никакой ярости от слов Сяо Яня, который четко сказал, что не потерпит такого отношения. С точки зрения общей силы, Альянс Небесного Дворца не уступал клану Яо. Если говорить о силе высшего уровня, то у Альянса имелись предок Башни Пилюль, Сяо Чень, Сяо Янь и марионетка Северный Король, и поэтому они равнялись клану Яо. В настоящее время, с точки зрения силы обеих сторон, ни одна из них не является более сильной, чем другая. Это было то, о чем многие старейшины были ясно осведомлены, но они не хотели признавать это в своих сердцах. Старейшина Яо Ваньхо вежливо обратился к Сяо Яню. Старейшина Вангуй довольно горяч. Бывают случаи, когда он невольно произносит оскорбительные слова. После сегодняшнего случая я жестко выговорю его. Все, кто пришел сегодня в гости, независимо от того, какой фракции вы оба пришли, наш клан Яо будет относиться к вам как к гостям. Старейшина Ваньхо был явно во много раз лучше Яо Ваньгуя с точки зрения великодушия. Его вежливые слова заставили многих слегка кивнуть. Такой способ речи явно соответствовал репутации большого клана.
Выражение лица Яо Вангуя очень сильно покраснело, но он не осмелился ничего сказать. Если бы старейшина Ваньхо не поспешил вовремя, он бы опозорился на публике, если, конечно, смог бы сохранить свою жизнь. Старейшина Ваньхо взмахнул рукавом и выстрелил луч света. Лучи света выстрелили и в тех людей, которые яро ругались и ранее были избиты Сяо Янем, после чего он твердым голосом приказал: «За неуважение к гостям вы все на 10 лет изгнаны с горы медицины. Стражи, уведите их». Только прозвучали его слова, как несколько фигур сорвалось с места, после чего эти фигуры жестоко схватили этих бледно выглядящих людей и отшвырнули их, как мертвых собак. Глава Альянса Яо, молодой друг Сяо Янь, могу я узнать, удовлетворит ли вас подобное наказание? Взгляд старейшина Ваньхо метался от Сяо Яня к Яо Лао. «Я восхищаюсь беспристрастностью старейшины Ваньхо», – улыбнулся Сяо Янь. Он вежливо сложил руки перед старейшиной Ваньхо. С чего ему не понять намерений старейшины Ваньхо? Он лишь выразил свой гнев. Но Сяо Яню теперь не за что было мстить преступления Яо Вангуя. В конце концов, та сторона уже публично наказала членов своего клана Яо. Было ли это достаточным наказанием? Изгнание на 10 лет. 饶命！你太弱了，求你住手！我投降！ Изгнание на 10 лет? С точки зрения этого мира, Яо Ваньгуй вел себя высокомерно и унижал не только Сяо Яня, но и Яо Лао перед всеми древними кланами. Для такого мира, где репутация, сила и честь имеют огромное значение, его поведение выглядело очень опасным, особенно потому, что он провоцировал человека, который уже обладал силой святого и огромным статусом. Если смотреть логично внутри самой истории, самым разумным наказанием было бы не смерть, а публичное лишение статуса и власти в клане, либо временное заключение или изоляция, либо принуждение официально извиниться перед Яо Лао и Сяо Янем. А самое жесткое – это лишение права участвовать в делах клана. Это было бы полезнее для клана Яо, чем просто убить его. Ведь главная проблема была не в предательстве, а в гордыне и презрении к другим. К тому же позже он все же погиб, защищая клан, что показало, несмотря на его характер, полным трусом или изменником он не был. Если бы это был более жесткий мир, как, например, противостояние святого, то, скорее всего, сделали бы так, что Сяо Янь сразу уничтожил бы его за публичное унижение Яо Лао. Но в арке клана Яо автор показал, что Сяо Янь уже стал намного более сдержанным и думал о последствиях для союзов между древними кланами. Итак, после того, как Сяо Янь и Яо Лао согласились с результатом, старейшина Ваньхо продолжил. Уже довольно поздно. Если все планируют наблюдать за медицинской церемонией, пожалуйста, следуйте за мной на вершину горы. Я слышал, что молодой друг Сяо Янь когда-то был чемпионом сбора пилюль. Вероятно, вы также чрезвычайно сильны в изготовлении пилюль. Тем не менее, лекарственная церемония клана Яо – турнир более высокого уровня, чем сбор пилюль. Каждая церемония – сбор лучших алхимиков со всего континента Доуци. Если младший Сяо Янь сможет одержать победу в медицинской церемонии, то звание лучшего алхимика на континенте будет принадлежать другой фамилии. С точки зрения силы Доуци, он должен был бы рассматривать Сяо Яня как равного. Однако, когда дело дошло до навыков алхимика, его гордость была ярко выражена. В конце концов, клан Яо специализировался на приготовлении пилюль. Сяо Янь улыбнулся, услышав гордость в голосе старейшины Ваньхо. Он продолжил. «Мой учитель научил меня навыкам алхимика, но мне любопытно узнать о лучших алхимиках на континенте Доуци. Для меня было бы честью иметь возможность сразиться с ними». «Ха-ха, у тебя определенно будет шанс. Любой, кто обладает способностью присоединиться к медицинской церемонии, может это сделать», – рассмеялся старейшина Ваньхо. «黄口小儿也敢与我斗胆！» После чего он устремился в небо. Многие старейшины из клана Яо последовали за ним. Сяо Янь и учитель оба поднялись в воздух и последовали за старейшинами клана Яо, так как все они быстро спешили на гору. Так завершилась вражда Яо Лао, длившаяся несколько сотен лет.
Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.